Полезные советы тем, кто придерживается здоровому образу жизни. В этом ролике я расскажу вам полезности луковой шелухи, так что советую досмотреть до конца. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежих публикаций. Репчатый лук, пожалуй, у каждой хозяйки есть в запасе несколько головок лука, без которого обходится мало какое блюдо. Однако все мы знаем, что очень полезна луковая мякоть, а она содержит витамины, минеральные вещества и фитонциды, от которых и слезятся глаза, которые улучшают состояние сосудов и костной ткани, способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина в крови, и вообще хороши для нашего здоровья. А вот оболочки луковиц, их кожуру, обычно выбрасывают. Но оказалось, что если луковую шелуху залить водой и дать настояться в настой, экстрагируются чрезвычайно полезные вещества, способные излечить от множества болезней. Чай из кожура лука оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, стимулирует кровообращение и пищеварение, имеет антигистаминные и желчегонные эффекты, избавляет от отеков, защищает от вирусов, дает дополнительную энергию. Заваривание чая из луковой шелухи очень полезен. За яркий цвет овощей и фруктов отвечают удивительные флавоноиды, пигменты растительного происхождения, по структуре и составу похожие на гормоны и принимающие активное участие во многих процессах, происходящих в нашем организме. В луковой шелухе содержится флавоноид кверцетин, один из самых мощных антиоксидантов, сохраняющих здоровье и молодость клеток и помогающих в борьбе с раком. Кверцетин нужен аллергикам для облегчения симптомов. Он обладает противовоспалительными свойствами, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Он препятствует образованию атеросклеротических бляшек, а значит, снижает риск развитию тромбоза и инсульта. И чем ярче лук, тем больше в нем кверцетина. Еще один важный биофлавоноид, содержащийся в оранжевой шелухе репчатого лука, это каротин, провитамин. Он тоже снижает уровень холестерина в крови и полезен для сосудов, а также необходим для зрения, защиты от вирусных инфекций и борется с воспалениями. Помимо двух этих мощных веществ, обладающих широким спектром полезных качеств, луковая шелуха содержит органические кислоты, витамины группы В, железо, йод, фосфор и цинк. Приготовление чая из луковой шелухи. Шелуха лука – это видоизмененные листья, которых, в зависимости от сорта, обычно насчитывается 4-7 слоев. Для приготовления целебного чая из луковой шелухи выбирайте чистые, свежие, неповрежденные луковицы. Чем моложе, тем лучше. Заготавливать впрок шелуху не стоит, снимать оболочку непосредственно перед завариванием. Перед применением шелуху необходимо хорошенько промыть под проточной водой. Методов заваривания луковой шелухи множество. Для получения слабого настоя ее можно залить водой температурой 60 градусов и дать настояться минут 15, пока напиток не станет темно-желтого цвета. Или же готовят насыщенные отвары, шелуху проваривают в течение нескольких минут в кипятке. Если вам не нравится луковый вкус, то с шелухой можно приготовить чай посложнее. Возьмите шелуху 2 луковиц, промойте, положите в чайник. Туда же опустите пакетик зеленого чая и чайную ложку рассыпного. Залейте стаканом горячей воды и дайте настояться 10 минут. Добавьте в заварку мед, лимонный сок и мяту, разбавляйте напиток водой по вкусу. Содержащиеся в луковой шелухе витамины группы В помогают бороться с преждевременным старением, снимают умственное и нервное перенапряжение, способствуют восстановлению организма после перенесенных заболеваний, стимулируют работу печени, предотвращают дерматиты, улучшают рост и состояние волос. Полезность луковой шелухи для здоровья человека. Шелуха лука содержит в себе много кальция, калия, железа, фосфора и цинка. Экспериментально доказано, что в ней есть полный набор макро- и микроэлементов. Также она богата витаминами групп А и В, что, несомненно, повышает иммунитет растений, а красящее вещество квертецин обладает и бактерицидной активностью. Еще один важный биофлавоноид, содержащийся в оранжевой шелухе репчатого лука, это каротин, провитамин. Он тоже снижает уровень холестерина в крови и полезен для сосудов, а также необходим для зрения, защиты от вирусных инфекций и борется с воспалениями. Кому нельзя пить чай из луковой шелухи? Как и с любым другим напитком, с чаем из луковой шелухи не стоит злоупотреблять. Чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям.
Наличие кверцетина говорит о том, что этот чай противопоказан людям с густой кровью, так как вещество обладает свойством загущения крови. Луковая шелуха имеет минимальные побочные эффекты и противопоказания. Верхние слои корнеплода используют частично и не употребляют внутрь. Противопоказано при повышенной свертываемости крови, болезнях ЖКТ, индивидуальной непереносимости. Правильное применение отвара луковой шелухи. Залейте 2 столовые ложки шелухи 2 стаканами воды и дайте прокипеть отвару 15 минут на слабом огне. Затем охладите при комнатной температуре и процедите. Чтобы избавиться от сухого кашля, отвар следует пить теплым по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Полезность луковой шелухи для женщин. В луковой шелухе содержатся витамины В, Е и каротин, железо, кверцетин, калий, фитонциды, кальций. Продукт нормализует работу сердца, уровень сахара в крови, артериальное давление, предупреждает образование холестериновых бляшек, развитие онкологических заболеваний, укрепляет иммунитет. Лук содержит разжижающий кровь компонент аллилсульфид, аллицин. Именно из-за него жжет глаза при измельчении лука и горчит во рту при употреблении. Аллилсульфид препятствует свертыванию крови, разжижая ее. Он эффективен против высокого кровяного давления, артериосклероза, церебрального инфаркта и инфаркта миокарда. Как похудеть с помощью луковой шелухи? Шелуху вскипятите на водяной бане 15 минут, охладите и процедите. Отвар пейте по 3 столовые ложки в день. Хорошо сочетать отвар с низкобелковой диетой, а сладкую выпечку из рациона исключить совсем, тогда эффект будет заметнее. Польза отвара луковой шелухи для волос. Луковый отвар помогает при выпадении волос, сиборее, перхоти и повышенной жирности кожи головы. Примечательно то, что луковая шелуха не имеет противопоказаний и не способна нанести вред. Для приготовления отваров используют как желтую, так и красную шелуху. Полезность луковой шелухи для мужчин. Мужская польза лука заключается в том, что он стимулирует кровообращение, а следовательно увеличивает потенцию. Вместе с тем богатый витаминно-минеральный комплекс в луке способен повысить тестостерон и улучшить фертильность. Если не злоупотреблять луком, он благоприятно влияет на либидо. Как мыть голову отваром луковой шелухи? Или смешать поровну кору дуба и шелухи лука. 1 стакан сухой смеси залить 1 литр кипятка. Кипятить на слабом огне в течение 1 часа. Отваром смочить волосы. Надеть полиэтиленовую шапочку. Обернуть голову полотенцем и оставить на 2 часа. Смыть теплой водой без мыла и высушить без использования фена. Какие болезни можно лечить луком? В народной медицине лук пользовался особым почетом. Его применяли при лечении заболеваний сердца, сосудов, легких, печени, почек, желудка, кишечника, нервной системы, геморроя, женских болезней, кожных болезней, снижения слуха и зрения. Польза лука на мозг. В итоге, лук очищает и омолаживает клетки головного мозга. На этом полезные свойства репчатого лука не заканчиваются. Он положительно влияет не только на мозг, но и на иммунитет человека, защищая его от различных вирусов, а также он выводит токсические вещества из нервных клеток. Сердце и сосуды. Доказано, что употребление лука снижает артериальное давление и риск развития инфаркта, предотвращая появление тромбов, а также помогает регулировать уровень липидов и холестерина в крови. Даже отваром луковой шелухи окрашивали волос. Одним из таких проверенных годами способов преображения является окрашивание волос луковой шелухой. Оказывается, она прекрасно меняет цвет волос. В народной медицине препараты луковой шелухи применяют при сердечных, почечных, простудных, вирусных, онкологических заболеваниях, а также для лечения грибковых поражений ногтей, дерматитов, перхоти, фурункулеза, абсцессов и многих других заболеваниях.